Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог. Сегодня вы узнаете, как в домашних условиях очень быстро протонизировать, освежить и омолодить дряблую, увядающую кожу. Маска подходит для всех типов кожи. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску примерно за час до сна, и утром ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. Маска улучшает оттенок кожи, хорошо питает, в момент подсыхания дает подтягивающий лифтинг-эффект. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Нам понадобятся дрожжи. Можно использовать быстрые дрожжи. Также для этой маски подойдут и дрожжи из брикетов. Если вы используете дрожжи из брикетов, то брикетные дрожжи разморозьте и в теплом виде возьмите 1 чайную ложку и используйте для сегодняшней маски. Я люблю использовать быстрые дрожжи, так как маски из быстрых дрожжей очень быстро готовить, они очень хорошо пахнут. В общем, быстрые дрожжи идеально подходят для домашнего ухода. Возьмите 1 чайную ложку без горки. Дрожжевые маски хорошо уплотняют кожу, улучшают тургор кожи. Идеально подходят для ухода за зрелой увядающей кожей. Следующий компонент: нам понадобится молоко, либо жирные сливки, в зависимости от типа кожи. Если у вас сухой тип кожи, то для приготовления домашних масок используйте сливки высокой жирности, либо сметану тоже высокой жирности. Если у вас жирный тип кожи, либо комбинированный, то хорошо для сегодняшней маски подойдет обычное молоко. Нужно взять 1 чайную ложку молока. Тщательно взбейте все компоненты. В зависимости от того, какие дрожжи вы используете, количество молока или сливок варьируется. На этом этапе маска должна иметь приятную консистенцию. В момент смешивания не торопитесь. Все домашние маски я показываю вам в режиме реального времени. Достаточно 7 или 8 минут для того, чтобы в домашних условиях приготовить очень эффективную антивозрастную омолаживающую маску. В процессе смешивания дрожжи будут слегка подходить. На этом этапе маска должна иметь вот такую плотную консистенцию. Следующий ингредиент для этой маски: нам понадобится глицерин. Возьмите небольшое количество глицерина. Он отлично смягчает кожу, увлажняет, предотвращает обезвоженность кожи и отлично убирает морщины. Не используйте глицерин для нанесения в чистом виде. Добавляйте его в различные домашние маски либо кремы. Нужно взять 10 капель глицерина. И также тщательно взбейте все компоненты. Следующий ингредиент для этой маски: нам понадобится сок алоэ. Сок алоэ можно заменить соком огурца, либо соком капусты. Также можно использовать для домашних масок и сок алоэ из растений, возможно, который у вас есть на подоконнике. Срежьте толстую кожицу, отожмите мякоть и используйте сок для приготовления масок. Сок алоэ отлично увлажняет кожу и, хорошо взаимодействуя с глицерином, дает очень хороший увлажняющий эффект. Также сок алоэ вы можете заменить соком огурца, либо соком капусты. Нужно взять 1 чайную ложку сока алоэ. Кстати, сок алоэ можно использовать также и аптечный для инъекций. Спирты, содержащиеся в алоэ аптечном, быстро испаряются и поэтому не пересушивают кожу. Также тщательно взбейте все компоненты. Соблюдайте не только рецептуру приготовления домашних масок, но и порядок добавления этих ингредиентов. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Если вы сразу добавите все компоненты и начнете их смешивать, то велика вероятность, что маска у вас не получится. Каждый компонент должен войти во взаимодействие, поэтому вбивайте эти компоненты так, чтобы маска получилась очень качественная.
Тщательно взбейте все компоненты. И в последнюю очередь в сегодняшнюю маску добавьте сок лимона. Сок лимона отлично улучшает оттенок лица, хорошо тонизирует. После применения сока лимона в домашних масках цвет кожи будет очень красивым, глянцевым, сияющим. Можно использовать для сегодняшней маски свежевыжатый сок лимона. Возьмите 1 лимон, отожмите 1 чайную ложку сока лимона и добавляйте в сегодняшнюю маску. Вы можете использовать уже также готовый сок лимона. Также для сегодняшней маски хорошо подойдет и витамин С в таблетках. Если вы используете витамин С в таблетках, то возьмите 1 таблетку, разомните ее в порошок, разотрите, разведите слегка кипяченой водой в количестве 1 чайной ложки и добавляйте в сегодняшнюю маску. Для сегодняшней маски нам понадобится 1 чайная ложка сока лимона. Сок лимона осветляет оттенок кожи, убирает пигментные пятна, хорошо тонизирует кожу и хорошо питает. Тщательно взбейте все компоненты. Правильно смешивайте компоненты, как бы их взбивая, так, чтобы они очень хорошо вошли во взаимодействие. Наносите все домашние маски на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Рецепты домашних скрабов и пилингов вы можете найти на моем канале. Возьмите 3 или 4 таблетки аспирина. Размягчите их водой. Кашицу нанесите на влажную кожу лица после умывания по кожным массажным линиям. В момент нанесения сделайте скрабирующий массаж по кожным массажным линиям в течение 3 минут. Не переусердствуйте. Затем смойте аспирин водой комнатной температуры, промокните кожу махровым полотенцем и приступайте к нанесению домашних масок. Для жирного типа кожи кислотную скатку нужно делать 1 или 2 раза в неделю. Для сухого типа кожи 1 или 2 раза в месяц. Также сделайте кислотную скатку на шею и на кожу зоны декольте. Не делайте кислотную скатку на кожу вокруг глаз. Наносить эту маску нужно в 3 слоя. После нанесения первого слоя маска очень быстро впитается, поэтому сразу нанесите 2 последующих слоя. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным теплым махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую. Обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.